Добро пожаловать на канал кулинарных рецептов «Это вкусно». Сегодня я буду готовить фуршетные холодные закуски на праздничный новогодний стол. А подавать я их буду в стаканчиках и в корзиночках из теста фила. Первая закуска – это салат с ветчиной и сыром и два варианта его подачи. Итак, мне понадобится 200 грамм ветчины, 200 грамм твердого сыра, 200 грамм маринованных шампиньонов, 200 грамм помидоров, майонез, соль и перец по желанию. Нарезаю твердый сыр тоненькими полосками. Такими же кусочками нарезаю и ветчину. Шампиньоны у меня очень маленькие, поэтому просто нарезаю их пластинками. И помидоры. Если они у вас очень сочные, то лучше серединку в салат не класть, чтобы он не был жидким. 2-3 ложки майонеза переложу в кондитерский мешок, чтобы удобнее было собирать закуску в стаканчиках. Майонез можно использовать тот, который вам нравится, домашний или постный. Первый вариант подачи – это закуска вот в таких порционных стаканчиках. Первый слой у меня будет ветчина. Сверху совсем чуть-чуть майонеза. Далее грибы. И помидоры. Присыпаю свежемолотым черным перцем и, если хотите, солью. И еще немного майонеза. Затем сыр. Верхний слой майонеза и веточка любой зелени для украшения. Ну а чтобы удобнее было есть такую закуску, вот такие маленькие вилочки или ложечки. Для второго варианта подачи этого салата я возьму корзиночки из теста фила. Рецепт приготовления таких корзиночек будет в конце видео. Готовить их совсем не сложно, но можно также использовать и готовые корзиночки и тарталетки. Смешаю все нарезанные ингредиенты, добавлю свежемолотый черный перец, майонез и перемешаю. Украшаю зеленью. Первая закуска для праздничного стола готова. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Вторая закуска будет с лососем. Для нее мне понадобится лосось, сливочный сыр, авокадо, лимон, маслины, укроп и черный перец. Авокадо нужно очистить от кожуры. Затем я пробью его погружным блендером, чтобы получилось однородное пюре, но можно просто размять его вилкой. Добавлю немного лимонного сока, это и для вкуса, и для того, чтобы мякоть не потемнела. Черный перец по желанию. Размешаю и переложу в кондитерский мешок. Сливочный сыр тоже переложу в кондитерский мешок, только с насадкой. Лосось у меня уже нарезан тоненькими небольшими кусочками. Подготовлю веточки укропа и кусочки лимона. Собирать закуску я буду в маленьких стаканчиках объемом 50 мл. Первый слой – это авокадо. Затем сливочный сыр. Сверху выкладываю свернутый кусочек лосося. Если хотите, можно лосось мелко нарезать. Кусочек лимона, веточка укропа и вилочка для удобства.
а еще маслины. Готово! Подавать такую закуску можно и в маленьких тарталетках, и на маленьких тостах. Но мне нравится в стаканчиках, видны все слои. У меня на канале есть еще видео с фуршетными закусками, ссылку на него я оставлю в описании. Третья закуска с хамоном и вялеными помидорами. И мне понадобится хамон или ветчина, сливочный сыр, вяленые томаты, зелень. Сервировать такую закуску я буду в корзиночках, можно использовать и тарталетки, а также порционные стаканчики. Вяленые томаты я нарезала маленькими кубиками. У меня сливочный сыр уже с зеленью, я его переложила в кондитерский мешок с насадкой. Сливочный сыр можно использовать любой, какой вам нравится. В корзинку кладу лист салата и отсаживаю сливочный сыр. Хамон у меня уже был нарезанный тонкими пластинками. Хамон можно заменить ветчиной, карбонатом или солями. Хамон сворачиваю и укладываю сверху. Добавляю кусочки вяленых томатов. Вот такая красота! Еще одна закуска с крабовыми палочками. Мне понадобится 200 грамм твердого сыра, 200 грамм крабовых палочек, 1 зубчик чеснока, майонез, сладкий перец и зелень для украшения. Натираю на мелкой терке сыр. Если крабовые палочки у вас замороженные, то их тоже легко можно натереть на терке. У меня они охлажденные, поэтому я их мелко нарежу. Чеснок выдавливаю через пресс и соединю с майонезом. Отправляю в салат и все хорошо перемешаю. Подавать такой салат я буду в корзиночках и в стаканчиках. И если в корзиночке салат можно разложить ложкой, то в стаканчике аккуратно разложить не получится. Поэтому я опять это сделаю при помощи кондитерского мешка. Так получается гораздо аккуратнее. В стаканчике я добавлю по маленькому сухарику и украшу все это сладким перцем и зеленью. И еще одна закуска готова. Вот такие несложные закуски на новогодний или любой праздничный стол. Причем подача в порционных стаканчиках очень удобна тем, что разложить закуску вы можете заранее, за несколько часов, и убрать стаканчики в плотно закрывающийся контейнер. Это сэкономит вам время на сервировку. А для тех, кто хочет приготовить корзиночки из теста фила, даю рецепт. Вам понадобится тесто фила, сливочное масло, формочки для кексов. Какое количество теста взять, я вам расскажу в процессе приготовления. Отделяю 3 листа теста, так как у меня корзиночки будут их с 3 слоев. По узкой стороне делю лист теста на 3 части и разрезаю. Очень удобно это делать при помощи ножниц. Далее складываю все полоски друг на друга и делю на 4 части. В итоге из 3 листов теста у меня получается 12 корзиночек. Исходя из таких расчетов и берите количество теста. И выбирайте формы для кексов небольшие, так аккуратнее будет смотреться закуска. Далее все просто. Растапливаю сливочное масло, смазываю 1 лист теста, на него укладываю 2 так, чтобы края не совпадали. Смазываю, сверху 3. Снова смазываю маслом. Немного смажу и формы и укладываю в середину теста, прижимая к краям и ко дну. Получается вот такая корзиночка. Дальше повторяю все то же самое.
После того, как все корзиночки готовы, ставим их выпекать в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут или до золотистого цвета. Готовые корзиночки достаем из формы и даем им полностью остыть. В закрытом контейнере они могут храниться месяц и останутся такими же хрустящими, а наполнить их можно любыми салатами или закусками. Лучшие рецепты блюд на Новый год и любой праздник смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравились сегодняшние закуски? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал «Это вкусно».